Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Литва угрожает отрезать Калининград от газа. Выдержит ли Калининград энергетическую изоляцию? Владимир, пожалуйста, расскажите о безопасности нашего самого западного бастиона. Прежде всего, Литва угрожает, но пока угрожает так достаточно вяленько, и, в принципе, власти оговариваются, что это вопрос трехстороннего соглашения между Литвой, Россией и Евросоюзом. Решать его нужно совместно, поэтому как бы пока на данном этапе здесь ничего такого трагического с практической точки зрения не происходит, но тенденция, безусловно, нездоровая. И, в принципе, техническая возможность перекрыть газопровод, по которому сейчас идет газ в Калининград, у Литвы, безусловно, есть, потому что, собственно говоря, он идет через территорию этой страны. Это газопровод Минск, Вильнюс, Калининград, по которому, собственно, наш западный анклав снабжается газом. Перекрыть его технически можно, но с точки зрения энергобезопасности Калининграда альтернатива есть. Причем озаботились этим вопросом уже давно. Еще в 2019 году был построен терминал в море, собственно, недалеко от Калининградского побережья, который позволяет принимать суда с СПГ и проводить как бы регазификацию, направляя потом этот газ в газопровод 13-километровый, который идет до основного калининградского ПХГ, куда, собственно говоря, газ этот и может закачиваться. Сейчас это ПХГ тоже не пустует, оно работает как такой балансировочный своего рода. Сейчас это ПХГ тоже не пустует, это своего рода балансировочная емкость, которая сейчас выравнивает там какие-то пики потребления, но, собственно, оно может работать как хранилище газа для снабжения области, и более того, сейчас ведется его реконструкция. К концу этого года емкость этого ПХГ должна вырасти до порядка 800 миллионов кубометров, что, в принципе, позволяет обеспечивать область газом на срок примерно около 4 месяцев. И плюс ко всему были уже сделаны две пробных поставки еще в 2022 году. У нас есть судно «Маршал Василевский», которое представляет собой газовоз для, соответственно, перевозки СПГ. И он же может работать как регазификационный терминал, то есть превращая газ из сжиженного состояния в обычное классическое, точно так же перекачивать его потом в это ПХГ. За один рейс судно может перевести порядка 175 тысяч тонн СПГ, что позволяет, в принципе, снабдить область дней на 10. То есть, вот, соответственно, таким образом за счет расширения мощностей ПХГ и рейсов судна «Маршал Василевский» можно, в принципе, снабжать Калининград газом. Вся же область потребляет ежегодно порядка 3 с лишним, там 3,5-3,7 миллиардов кубометров, поэтому наличие вот этих вот запасов ПХГ и рейсов маршала Василевского, в принципе, не оставит Калининград без газа, поэтому в этом плане беспокоиться, наверное, особо нечем. Ну, что касается самого СПГ, те поставки, которые были сделаны, это был новотековский газпромовский газ, то есть с ресурсами проблем не будет. С доставкой, исходя из того, что маршал Василевский российское судно, и оно возит газ российский на российскую же территорию, соответственно, никаких санкционных сложностей здесь не должно быть, поэтому, собственно говоря, в этом плане все нормально. Единственное, наверное, что опять же можно гипотетически предположить, если Прибалтика продолжит борьбу за очистку Балтики от российских судов, можно, конечно, опасаться того, что Прибалтика продолжит очистку Балтийского моря от российских судов. В этом плане, конечно, определенные угрозы есть. Но пока речь вроде как идет о судах теневого флота, а маршал Василевский – это совершенно легальный газовоз, который не является
там, каким-то судном теневого флота, он абсолютно легально перевозит российский газ на российскую же территорию, поэтому здесь, скорее всего, наверное, тоже каких-то ограничений ожидать не стоит. Поэтому калининградцам беспокоиться не о чем, технологические возможности есть, Россия их не бросит, в общем, как-то отобьемся. Вот эти вот поползновения прибалтийских в Эмиратов в сторону как бы закрытия Балтии от российского флота, они имеют под собой какие-то основания? Ну вот они там нефтетанкер недавно захватили, или это больше сотрясание воздуха? Ну, правовых оснований под этим нет никаких, потому что, собственно говоря, то, что собирается делать Прибалтика, больше напоминает не борьбу за там экологическую чистоту Балтики или там попытки, ну, хотя хоть как-то оформлено и легально лишить Россию доходов от экспорта нефти, это, в принципе, напоминает такое довольно банальное пиратство. Потому что правовых оснований для того, чтобы останавливать, захватывать, задерживать российские или нероссийские суда, ну, перевозящие российскую нефть, у прибалтийских стран, по идее, никаких нет. И если они собираются это делать, причем в массовом порядке, ну, в общем, война на море светит в полный рост, потому что, насколько я помню, у прибалтийских стран какого-то там мощного флота для того, чтобы эти действия осуществлять, нет. Соответственно, видимо, наверное, они рассчитывают каким-то образом привлекать военные корабли НАТО. Ну, а если Прибалтика при помощи военных кораблей НАТО будет захватывать суда, идущие через Балтику, какую бы там принадлежность они ни были, ну, скандал будет до небес, и, соответственно, я думаю, в таком случае вот эта вот спорная ситуация там, на Дальнем Востоке вокруг там Южно-Китайского моря покажется детским утренником по сравнению с тем, что будет твориться на Балтике. В принципе, у прибалтов у них самих проблем нету с газом, с электроснабжением, чтобы заниматься вот вопросом изоляции российского форпоста. Как сказать, у них не было проблем тогда, когда существовал БРЭЛ, вот эта единая энергетическая система, связывающая Россию и прибалтийские страны единым энергомостом. У Прибалтики не было проблем, когда работали терминалы по приему российской нефти, когда российский газ поставлялся в Прибалтику, тогда проблем не было. Ну, в принципе, можно сказать, что и сейчас проблем нет. То есть, так или иначе, энергоносители находятся. Другое дело, что обходится это все значительно дороже. И логистически все это, опять же, значительно сложнее. Там тот же самый Мажейтюнафт очень хорошо себя чувствовал, когда существовал транзит российской нефти, и на этом можно было прекрасно заработать. Вот теперь это все не работает. Соответственно, поставки газа осуществляются, опять же, из Европы в виде СПГ, в более дорогом варианте ценовом. То есть, как бы проблем-то нет. То есть, средств на это приходится тратить больше. Поэтому, в общем, как бы, наверное, борьба с российскими энергоресурсами – это своего рода, наверное, помимо вот этого следования европейскому вектору на борьбу с российским газом, с российской нефтью, это еще и, наверное, может быть какая-то действительно затаенная обида по поводу того, что вот, в принципе, мы жили неплохо, потом мы отказались от российских энергоресурсов, потому что в Европе так принято. Теперь мы тратим слишком много денег на закупку этих энергоресурсов, нам обидно. Продолжая тему сопредельных стран, а в Финляндии как обстоят дела с газом и электроэнергией? Потому что до недавнего времени, там до года 22-го, Финляндия была практически на 100% завязана на российском газе, и к тому же постоянные поставки электричества были. Как они сейчас выкручивают? Ну, собственно говоря, теперь все это прекращено. Финляндия теперь закупает газ, вернее, Финляндия теперь закупает электроэнергию у сопредельных государств. Благо, есть что закупать, потому что та же самая Норвегия по электроэнергии, в принципе, за счет местной гидроэнергетики достаточно хорошо себя чувствует и, в принципе, готова снабжать излишками электроэнергии
соседние Данию, Финляндию, Швецию. Другое дело, что там тоже, насколько я помню, начинает не хватать, поэтому в момент пикового спроса, безусловно, проблема возникает. Что касается газа, Финляндия одной из первых отказалась от вот этой схемы оплаты российского газа рублями. Поэтому, собственно, газ она получать перестала, и теперь, собственно, вот она получает газ, опять же, как и все, из Европы, то есть это в основном тоже Норвегия. Ну, соответственно, цены стали значительно выше. Ну, вообще, надо сказать, за последний год-два, в принципе, цены в Европе так в общем и целом выросли процентов на 30. То есть эпоха дешевого газа, во всяком случае, в Европе благополучно закончилась. Если вот рассуждая логически все время, ведь вектор политики имеет специфику маятника из одной стороны в другую. Как-то нормализоваться данные взаимоотношения в этом прибалтийском регионе могут или уже все потеряно окончательно? Скорее всего, все потеряно окончательно. Во всяком случае, возврат к тому взаимодействию в энергетической сфере, которое было, ну, условно говоря, там, до 2022 года, я думаю, что если это когда-то и произойдет, то, возможно, не при нашей жизни. Потому что борьба с российским газом в Европе, она началась не в 2022 году, не с началом СВО, а началась она значительно раньше. Борьба с там, монопольным положением «Газпрома» и российского газа в Европе. Эта история уходит корнями в глубокое прошлое, то есть все вот эти вот там энергопакеты, которые принимались для того, чтобы максимально ограничить возможности по поставкам российского газа в Европу, ну, они длятся уже десятилетиями. Соответственно, сейчас наступил благоприятный момент, Россия проводит СВО, соответственно, она должна за это ответить, поэтому мы откажемся от газа, прекратим его покупать. Ну, собственно, таким образом, вот этот план ограничить доходы России от продажи газа за рубеж, ну, в принципе, в целом он где-то как-то сработал, потому что до 2022 года порядка 70% выручки «Газпрома» это была выручка именно за счет реализации газа на экспорт. Соответственно, сейчас она существенно сократилась. Ну, обратным ходом это ударило и по Европе, потому что газа стало меньше, стоить он стал дороже. Ну и, кстати, должен отметить, что несмотря на все эти попытки, так или иначе, Европа все равно закупает российский газ. По состоянию на сегодня Россия является третьей страной в рейтинге крупнейших поставщиков газа в Европу. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Нефти Капитал. Крайне рекомендую. Все ссылки будут в описании к данному ролику и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru.
Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.